Привет! Завтра мы едем в поход на самую длинную дамбу в мире. Но сегодня мы приехали в то место, откуда она начинается. Город называется Кунсан. Как видите, город корейской воинской славы. Город Кунсан – это еще и город застывшего 20 века. Мы сели в машину времени и приехали в первую половину 20 века. Город винтажности и город японскости в Корее. Found my love next door. Well, what do you know? I didn't have to travel the world. Yeah, what do you know? Если мы еще не знакомы, меня зовут Андрей, профессиональный гид в Корее, показываю мои любимые места и рассказываю о них. Именно как застывший снимок Кореи первой половины 20 века позиционирует себя Кунсан. В последнее время город Кунсан очень популярен у корейцев, которые сюда приезжают, чтобы переосмыслить свое отношение к непростой истории первой половины 20 века. Ну а некоторые сюда приезжают просто, чтобы наделать винтажных фотографий. Ну что означает слово Кунсан? Кун – это скопление, сан – гора. Ну давайте посмотрим, где тут горы у нас. Нет тут никаких гор. Самые высокие 160-200 метров. Совсем невысокие на самом деле. Откуда же такое название «Скопление гор»? На самом деле Кунсан раньше находился не в этом месте, а как раз в том месте, через которое проходит дамба. Вот мы завтра увидим, что такое за скопление гор. Впервые появляется название «Старый Кунсан» по отношению к изначальному Кунсану в дневниках героя войны с Японией Ли Сунсина. Возможно, и раньше, соответственно, переезд произошел, но впервые мы узнаем о старом Кунсане именно из этих дневников. До этого он находился как раз там, где много островов, и они торчат из воды, как горы. На юге расположена река Мангенган, на севере река Кымган, на западе Западное море, вот оно. С трех сторон город Кунсан, нынешний, окружен водой. И никаких гор тут особенно не видно. Название само Кунсан относительно старого Кунсана появилось, судя по всему, в эпоху Корё. Вот этот Кунсан, нынешний, появляется в эпоху Чосон. В районе Импи современного Кунсана появился немножко подальше от берега моря, подальше от того места, где мы сейчас находимся. Там расположили власти Чосон склады стратегических зерна. Таких складов по всей стране было от 10 до 13 в разное время. И, соответственно, 1/13 всех налоговых денег, которые собирал Чосон, находилась как раз в Кунсане. Совсем недалеко от этого места, может быть, километр-два, произошла знаменитая битва корейцев с японцами, в котором они впервые использовали огнестрельное оружие. Как видите, мы как раз находимся в парке военном, который посвящен победам корейского оружия, в том числе и победе при Чинпо. Эта битва произошла в 1380 году. Битва корейских, корейских вооруженных сил, флота точнее, с японскими пиратами. На самом деле термин «уэгу», японские пираты буквально, не совсем точен. Дело в том, что это были и японцы этнические, и корейцы, и китайцы, бандиты морские, которые объединились, создали огромную армию. Логово у них было, как правило, на острове Цусима. И вот они периодически наведывались в Корё, чтобы пограбить. Итак, откуда у корейцев взялся порох? Тому, что они научились делать порох и изобретению огнестрельного оружия, они обязаны очень интересному человеку, звали его Че Мусон. Жил Че Мусон. Че – это то же самое, что Цой. Че Мусон жил с 1325 года, и он застал две династии. Умер он в 1395 году, уже когда существовала династия Чосон. То есть он и Корё застал, и Чосон. Вот, познакомьтесь, пожалуйста, это Че Мусон, знаменитый корейский деятель политический и военный, как видите. Он украл или купил в Китае рецепт пороха. Затем совершенствовал его и сделал огнестрельное оружие, пушки, с помощью которых как раз и были побеждены японцы в 1380 году. Этого товарища зовут Чан Бо-го. Он подданный государства Силла был, корейского, который долгое время прожил в Китае и в конце концов создал на острове Вандо военную базу, которая стала как раз оплотом военных сил силакских,
которые очистили на долгое-долгое время этот район от пиратов и обеспечили торговлю между Японией, Кореей и Китаем. Но вот, собственно, И Сун Син, знаменитый корейский военный, наверное, самый знаменитый адмирал, который ни разу не потерпел поражения. Воевал он с японцами в 1592-1598 году. К сожалению, в последней битве этой войны, которая была выиграна, уже японцы ретировались, он погиб. Да, так кто такой у нас был Чхве Мусон, который изобрел, и точнее позаимствовал у китайцев порох? Он путешествовал в Китай, и в Китае, судя по всему, познакомился с тем, кто производил селитру. Китаец, производивший селитру, в конце концов они подружились, и он позаимствовал, так сказать, рецепт производства селитры. Что требуется у нас для производства пороха? Угольная пыль, селитра и сера. Он ингредиенты достаточно рано узнал, но долго не мог именно произвести селитру. В конце концов, это ему удалось. Чхве Мусон в 1377 году при дворе короля Уана представляет огнестрельное оружие. Судя по всему, он произвел фурор, потому что тут же было создано так называемое временное ведомство по производству бамбуковых трубок, то есть пушек. Как вы знаете уже, японские пираты постоянно третировали корё. А в конце XIV века они стали уже угрозой самому существованию корё. Японские пираты доходили вплоть до окрестностей столицы корё, Кэгёна, их там видели. То есть они грабили и не стеснялись практически по всей территории страны. В частности, в 1380 году они высадились как раз вот где-то в этом районе на 500 кораблях военных. И пока они грабили, чтобы корабли не раскидало, они их связали. И как раз в этот момент посчастливилось корёсцам воспользоваться своими пушками впервые. Они очень хорошо воспользовались. Все 500 кораблей были сожжены. У корёсцев было порядка 100 кораблей и 500 японских. Японские корабли все были сожжены. Корабли-то были сожжены, а японские пираты-то остались на территории корё. Они, конечно, продолжали грабить. И именно с военной силой японской, сухопутной, на суше, разобрался будущий первый король династии Чосон И Сонге. Они высадились, значит, пираты в 8-м лунном месяце 1380 года. Грабить они продолжали в порядка месяца. А в 9-м месяце 1380 года в битве около гор Чирисан Хвансан Тэчоп. Хвансан — это район рядом с горами Чирисан. Тэчоп — великая победа. Так вот, в 9-м месяце Ли Сунге как раз разбил японцев. Говорят, в течение нескольких дней воду из речки, которая протекала там, где проходила эта битва, пить было нельзя от крови японской. Только 70 человек японцев смогло сбежать. Соотношение сил 1000 на 5000. 1000 корёсцев, 5000 японцев. Вот такая битва. Вторая. Значит, первая битва была вот как раз вот здесь, недалеко отсюда. Здесь проходила первая битва. А вторая битва через месяц, сухопутная, достаточно далеко отсюда, у гор Чирисан, где разбили сухопутные силы японцев. Что интересно, очень город Кунсан, куда мы приехали. Со старой его историей мы познакомились, а теперь давайте познакомимся с застывшим 20 веком. В целом, как видите, Кунсан производит такое впечатление заброшенности небольшой, но это очаровательно. Если хотите красивых фотографий сделать для Инстаграма, добро пожаловать в Кунсан. Пожалуй, больше всего известен и в Корее, и за рубежом музей современной истории. Вот там он находится совсем недалеко отсюда. Но не забудьте пройти к берегу моря после того, как вы познакомитесь с музеем модерновой истории Кунсана и Кореи. Не забудьте сюда пройти, чтобы сфотографироваться на фоне вот военной техники и посетить музей, где вы, в частности, можете узнать о ходе подготовки и о самой битве при Чинпо в 1380 году. Музей располагается вот в таком военном корабле. Вот этот вот военный корабль. Здесь находится музей.
Ну, сейчас уже поздно, 5:30, мы в него не попадем с вами, а вам рекомендую. Что пришло время прогуляться по Кунсану 20 века и посмотреть, за что же так любят корейцы сюда приезжать, и иностранцы тоже. А завтра мы с вами поедем знакомиться с самой длинной дамбой в мире. Мы приближаемся к самому старому из сохранившихся зданий. Здание постройки 1908 года. Склад, относящийся к таможне. За моей спиной вы видите таможню, а мы сейчас подходим к складу. Мы сейчас движемся к японскому храму, который в Корее находится. Единственный сохранившийся храм, сделан в японском стиле. Ну и в самом, наверное, японском городе Кореи, в Кунсане он расположен. Ох, жарко, правда, сегодня. Смотрите, водовоз. К сожалению, бронзовый, это бы я у него водички купил. Осталось, наверное, метров 150. И мы будем в храме Сонгукса. Ну вот мы приехали в то, что называлось раньше Кунсаном, а сейчас Старый Кунсан. Скопление островов, которые по форме своей похожи на горы. Ну, собственно, это и являются горы, такие небольшие, но горы. Оно выглядит, конечно, гораздо более гористо, чем то, что
мы видели вчера. Новый Кунза. Место отдыха корейцев. Корейцы здесь очень любят гулять. Сейчас из-за ковидлы поганой закрыли пляж. Ну, корейцы послушные, в общем-то, не купаются на этом пляже. Но пляж на Западном море, вот это Желтое море или Западное, как корейцы его называют, понятие не очень купабельное. Как видите, песок есть, но во время отлива вода уходит очень далеко, и до этого моря добраться достаточно тяжело. Несмотря на это, на Желтом море вполне есть приятные пляжи. Здесь особенно хорошо с детьми, если пляж безопасный. С детьми хорошо, потому что мелкая вода достаточно. Мутная, правда, из-за этого ила. Вот во время отлива как раз здесь видно, что очень много ила находится на дне Желтого моря. Самая длинная дамба в мире около 33 километров, а заменила она береговую линию, вот здесь она проходила, она была очень изрезанная, береговая линия была длиной 100 километров, стала 33 километра, практически прямая, точнее под тупым углом две дороги сходятся у острова Соньюдо. Начали строить в 1991 году, но зеленые подоспели и сказали: извините, ребята, вы собираетесь угробить очень много видов местных флоры и фауны. Надо сказать, что вот здесь у нас море, а вот здесь получается отвоеванная. Скоро будет земля. Часть вот этой воды слева станет землей. Привет, Голландии. 400 квадратных километров бывшего Желтого моря станет сушей, где можно будет посеять рис. В 1991 году началось строительство этой дамбы, а закончилось только в 2010 году. Самая длинная в мире дамба Сэмангым. Вот такая она.